Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязания. И сегодня я хотела бы показать вам, как связать такой палантин спицами. Вяжется несложно, хорошо подойдет для тех, кто ищет узор для палантина, но не готов к каким-либо сложным ажурам. Этот палантин я связала из пряжи Астория. Мотки по 50 грамм, в 50 граммах 180 метров. По составу 65% хлопка и 35% шерсти. Цвет 411, меланж 12. Цвет мятный с белым. Камера может не совсем точно передавать оттенок. Эту пряжу, единственное, я не рекомендую начинающим, так как полотно практически не распустить, если где-то ошиблись. Лучше брать пряжу тонкую, не пушистую, для начинающих. И палантин вязала круговыми спицами 4 миллиметра, 80 сантиметров. Палантин у меня получился по размеру после блокировки 60 на 155 сантиметров. И ушло 165 грамм пряжи. И теперь давайте подробно посмотрим, как связать такой палантин. Я набрала на спицы 93 петли. Это 15 раппортов по 6 петель, 90 петель, плюс 1 для симметрии, это 91, и плюс 2 кромочные, итого 93 петли. И провязываю 2 ряда лицевыми петлями. Первую кромочную снимаю, не провязываю, и дальше все лицевые. В конце кромочную провязываю изнаночной. Провязали 2 ряда лицевыми петлями. И теперь вяжем первый ряд узора. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Теперь из следующих 5 петель необходимо вывязать 5 петель. Заводим спицу в эти 5 петель, провязываем лицевую заднюю стенку, петлю вытягиваем, то есть вяжем длинными петлями. Накид это 2, снова провязываем, 3, вытягиваем петли, накид это 4 и 5. Теперь снимаем со спицы. Повторяем: лицевая, и снова из следующих 5 петель вывязываем 5 петель и вытягиваем петли. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова лицевая, и опять из 5 петель провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и вытягиваем петли. И таким образом провязываем ряд до конца. Провязала я первый ряд основного узора почти до конца. И в конце у нас будет 1 лицевая петля, добавленная для симметрии, и кромочную провязываю изнаночной. И теперь первый ряд основного узора мы провязали. Поворачиваем вязание, провязываем второй ряд основного узора, кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными. Теперь 3 и 4 ряды мы тоже провязываем все петли изнаночные. Кромочную снимаю и провязываю изнаночными петлями. И 4 ряд точно так же все петли изнаночными. Так, провязали 4 ряда основного узора. Вот что у нас получается. Теперь вяжем 5 ряд, кромочную снимаем,
Мы будем в этом ряду вязать следующие звездочки, и нам нужно сместиться, то есть звездочки располагаются в шахматном порядке. Для этого провязываем 4 лицевые. И теперь из 5 петель вывязываем 5 петель. И также все петли вяжем длинные, вытянутые. И лицевая. Снова повторяем. Из 5 петель вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И лицевая. И снова повторяем. Из 5 петель 5 петель. 3, 4 и 5. И лицевая. И так вяжем ряд до конца. Я провязала 5-й ряд почти до конца. И в конце, как и в начале, у нас получается, мы провязываем 4 лицевые и кромочную провязываю изнаночную. И теперь 5-й ряд полностью закончен. Поворачиваем вязание, провязываем 6-й ряд, кромочную снимаем, все петли изнаночными. И теперь 7 и 8 ряды провязываем тоже изнаночными петлями. В этих рядах я сейчас провязываю изнаночные за заднюю стенку, потому что, чтобы петли не получились в итоге скрещенными. То есть смотрю, как стоит петля, и, соответственно, провязываю ее, чтобы петля не получалась в итоге скрещенной. И вяжем 7 и 8 ряды изнаночными петлями. Мы провязали раппорт основного узора в высоту. И сейчас повторяем вязание с 1 по 8 ряд. То есть сейчас провязываем, как и в первом ряду, наши звездочки. Кромочную снимаем, лицевая. И из 5 петель вывязываем 5 петель. И снова повторяем. Лицевая. И из 5 петель вывязываем 5 петель. И вяжем ряд дальше. И мы, повторяю, вязание с 1 по 8 ряд, вяжем палантин до нужной длины. Довязали палантин до необходимой длины. Остается только нам закрыть петли. Можно закрывать петли любым известным вам способом, достаточно свободно, чтобы не стягивался край. Я буду закрывать следующим способом. Через первую петлю протягиваю следующую, вторую и провязываю. Снимаю эти 2 петли со спицы. Возвращаю петлю с правой спицы и снова протягиваю петлю и провязываю. Возвращаю, протягиваю следующую петлю и провязываю. Возвращаю. И закрываем все петли до конца. Закрыли все петли, спрятали хвостики. По желанию ставим на блокировку, и палантин готов. Всем спасибо за внимание. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!